сегодня мы поговорим о 98 главе Перерождения в Слизь, где нас ожидает душевная беседа Римуру с Рафаилом, признание Хинаты, а также теневые игроки таят злобу на владыку демонов Великого Леса Джуры. Все идет не так, как хотелось. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Ну что, главная проблема всея сторон, штормовой дракон Вельдора, наконец-то напоролся на свой айсберг в лице Люминас Валентайн. Она была в ярости за все то, что причинил ей этот дракон, и последней каплей стало то, что он раскрыл положение владыки демонов перед всеми ее подданными, хотя она всячески пыталась это скрыть. И за все это теперь ему придется сполна ответить. Вельдора, конечно, поначалу, прячась за спиной своего друга, пытался отбелить свое имя, говоря, что он все это сделал нарочно, но его глупостью стало то, что у него хватило ума проколоться о прошлом. А так как он все помнил и несмотря на это создал ей столько проблем, Валентайн больше не стала себя сдерживать и с грозным взглядом приказала Римуру притащить эту ящерицу к ней, что без каких-либо колебаний он и сделал. Просто на. Бери. Хоть все и были шокированы этому, особенно Вельдора, ведь это как бы его лучший друг, но на растерзание дракона отдали, дабы не испытывать судьбу и не создавать вражды с Любелиусом. К тому же он был проблемой как для союзников со своими выходками, так и для королевы кошмаров. И эти страдания должны стать для него уроком, чтобы сожаления хоть немного заставили его думать, прежде чем что-нибудь сделать. А досталось Вельдоре знатно. Валентайн просто как пиявка не отставала от него, и буквально неся возмездие высасывала из него магическую энергию, попутно роняя его головой в землю. В общем, поиздевалась она изрядно над ним, но Римуру даже увидел некие плюсы в этом, ведь Люминас избавила дракона от избыточной магической энергии, с которой они боролись. А значит, в теории Вельдору можно отправлять королеве кошмаров на каторгу, чтобы спасти этот мир от бедствия, которое может сотворить его избыточная сила. Что сказать, на что не пойдешь ради своего лучшего друга. Но прежде чем мы продолжим, небольшая минутка спонсора. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. А пока драконы рвали и метали, у Римуру завязался интересный разговор с мудрецом Рафаилом. Владыке демонов было интересно, почему они не использовали на Хинате навык абсолютной защиты, как против атаки семи столпов, не жертвуя при этом навыком чревоугодия. На что был получен ответ: так было задумано. Ибо, во-первых, атака Сакагучи плавающий разрез имела особые частицы эссенции, против которых любой щит бесполезен, а так как совершив эту авантюру, Рафаил сумел проанализировать эти хаотичные частицы и на их основе уже создал имба-щит, который защитил их от тройного распада с теми же частицами. Однако Римуру несколько переживал, ведь это могло обернуться просто не в их пользу. Но и тут мудрец успокоил его тем, что физическое тело могло быть немедленно возрождено бесконечной регенерацией, так что Римуру и впредь может слепо доверять Рафаилу, даже когда его действия порой кажутся странными. В это же время Хината обо всем признала своим соратникам, призналась, что их церковь находится под контролем владыки демонов, которого они считали своим врагом. Но в ту же очередь Люминас не собиралась вредить человечеству. И несмотря на все эти слова, кто-то еще сомневался в том, что их богом мог оказаться владыка демонов. Они не хотели в это верить. Вот только все было именно так. Сакагучи раскрылась, она признала силу Люминас и лично, по своему решению, приняла ее идеи. Никто не пытался тогда
ей манипулировать. И как бы не была абсурдна ситуация, паладины поверили Хинате, ведь этот человек столько сделал для их становления на ноги, и если она поддерживает идеи Валентайн, тогда они поступят так же. Ибо, во-первых, зачем рушить то, что хорошо работало, а во-вторых, никто не хотел бы пойти против того, кто выглядит страшнее Вильдоры. И, кстати, Хината разочаровалась в нем, ведь со слов покровительницы она представляла себе совсем другой образ, но оказалось как оказалось. А когда великодушная леди закончила избиение, Римуру пригласил всех в Темпест на пиршество примирения. Под конец нас немного окунули в теневые дела Роза, где в непосредственной беседе с Дамрадой обсуждали случившееся на обоих фронтах. Гренвилл был сильно огорчен, что их план провалился. В Фармасе посланнику чудом удалось спасти. Дамрада просто не ожидал, что Диабло окажется настолько чудовищно сильным, превосходящего даже Бланка. Как итог, Фармас полностью перешел под контроль Римуру. Да и дела самого Роза были ни к чему. Хината была все еще жива, и к тому же она наладила контакт с правителем Темпеста, а их влияние на 7 дней полностью утратило свою силу, так как столпов уничтожили. В общем, все, что могло только пойти не по плану, пошло не так. Гренвилл хотел раздавить Римуру с Федерацией Джура Темпест, так как он в скором времени может стать центром экономики и свести на нет все влияние Роза. Он хотел объединиться с организацией Цербер, дабы вместе сокрушить Римуру. Однако Дамрада отказался от этого, ведь множество деловых партнеров сделает большую выгоду. Им незачем было враждовать с владыкой демонов, поэтому они оставят так, как есть нынешнее сотрудничество с Роза, но также они не будут вмешиваться в их терки с Темпестом. После чего Дамрада откланялся и покинул старика, который еле сдерживал себя в руках и буквально трясся от ненависти к собеседнику, говоря, что как только ему удастся расправиться с Римуру, он доберется и до организации Цербер. После чего мы переносимся непосредственно в саму организацию, где перед нами постает главный лидер Цербера, Юки Кагурадзака, известный еще как Великий Мастер Свободной Гильдии. Здесь Дамрада доложил обо всей обстановке, вследствие чего было принято решение свернуть работорговлю монстров на территории леса Джура, дабы пока не нарываться на Римуру. Также в конце явился бывший владыка демонов Казарим, который теперь хочет зваться Кагали, скрывая свою личность до того момента, пока ему не удастся отомстить Леону за свою горькую участь. Так что вот так вот, все понемногу начинают исполнение своих планов. Гренвилл боится потерять свое влияние и желает расправиться с Римуру. Казарим жаждет мести Леону, ну а Цербер хочет поиметь со всего этого выгоду. Посмотрим, что с этого получится. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.